Всем огромный привет! Те, кто меня не знает, меня зовут Алена, и вы на моем канале о творчестве. И с сегодняшнего дня я хочу ввести в свой канал небольшие изменения. Это несколько рубрик, и одна из них будет называться «Время почты». Почему «Время почты»? Потому что именно в этой рубрике я буду выкладывать видео, посылки, которые присылают мне подписчики. Знаете, когда я получила эту посылку, я была безумно счастлива. Мне было настолько приятно, что совершенно посторонний человек в знак своей благодарности хочет тебе что-то подарить. И когда это материалы для творчества, это шишки, которые я безумно люблю, это так приятно, что не передать словами. Посылка ко мне пришла еще месяц назад, пришла она ко мне из России, и я уже, конечно, все видела, но никак не было времени, никак не доходили руки обработать и показать вам. Поэтому сегодня я покажу, что мне пришло. Возможно, многие материалы из того, что были в этой посылке, для вас также станут новинками, потому что для меня большинство материалов я никогда не держала в своих руках. Знаете, мы живем все в разных странах, и в разных странах свои материалы, даже разновидность орехов, шишек и каких-то мелочей просто разная. И если у кого-то, к примеру, кедровые шишки это нормально, они их видят каждый день, то в Беларуси это редкость, потому что сюда их только привозят, и кедр у нас не растет. И вот так вот сравнивая, мы понимаем, что мы творим с вами одни и те же вещи, а у нас совершенно разные материалы. Поэтому давайте я вам покажу то, что мне пришло с России, как я уже говорила, от девушки Марьям. Хочу выразить еще один раз огромную благодарность. И вот такая огромная коробка мне приехала. Открывая, как всегда, коробки с почты, ты задаешься загадкой, а как они вообще ее закрыли. Это, наверное, самые удивительные коробки, которые есть. И как я ее открыла, я была в небольшом шоке. Во-первых, это очень много разных материалов, и во-вторых, это было настолько приятно, что даже ребенку был маленький сюрприз. Кстати, его я положила под елку, и она получила только на Новый год. Также в коробке была гофрированная бумага, металлизированная, раньше ей не пользовалась. Это под номером 911 и 912. Она тоже тянется, и с одной стороны она металлизированная, а с другой белая. Для начала я все выгрузила с коробки. Очень было приятно видеть, что все было уже изначально сложено в пластиковой коробке. Следовательно, очень сильно позаботились о том, чтобы ничего там не разбилось. И давайте начнем с этого вот бумажного кулечка, так сказать. Первое, что я вижу, это спил дерева. У нас как-то в продаже я их не видела, но этот оказывается покупным. Он такой классный, что просто невозможно оторвать от него глаз. Я очень люблю такие вещи, очень люблю их использовать иногда для своих фотографий или же как поднос. Пенопластовые шарики. Их у меня сразу умудрилась забрать Тася. Не все, конечно, но, как оказалось, для кота это просто идеальная игрушка. И вот такая штука. По-моему, она называется рафия. Да, я залезла в интернет и не ошиблась. Это рафия, и она такого красивого соломенного цвета. Просто смотришь на это и думаешь, что дальше с этой красотой делать. Зеленая сизаль. Яркую сизаль я в работах использую очень редко, но иногда такие цвета, как красный, зеленый и такой бежево-белый, нужны всегда. Поэтому вот такой яркий, красивый зеленый цвет буду также использовать в своих работах. И вот эта баночка. Знаете, после того, как я ее достала, я думала, что это краска, но это блестки. И они голографические. Они настолько классные, я думаю, вы уже видели их в моих работах, я уже использовала их. Помимо того, у меня дочка постоянно ходит и просит: мама, сделай мне то блестящим, сделай мне это блестящим. Таких я у нас еще блесток не видела, но они просто обалденные. И давайте начнем с природных материалов. В первой коробочке находились вот такие семена. Вот, кстати, я даже не поняла, что это такое. Я их пробовала на вкус. Я их уже и так, и не знаю. Интересные очень такие зелененькие штучки. Мне кажется, очень здорово будут смотреться именно в елочках.
анис или звездочки бадьяна, кто как их и где называет. Как-то в последнее время часто слышу разные названия, тоже очень приятный аромат, и как-то видела, что их используют в своих работах, я как-то еще никогда. Поэтому для меня это все будет впервые. Ну и также в коробке еще находятся орешки. Это самый простой арахис и лесной орех или фундук. Напишите, как у вас называют лесные орехи. Следующая коробочка. Сверху сразу вижу перья, яркие перья, которые утянет обязательно у меня дочка. Или Тася, которая уже пришла. Короче, у меня всем они нравятся. Бусины на леске. Интересно будут смотреться в украшениях. И точно так же природные материалы. Интересные разные штучки, которые я тоже видела впервые. Вот это я даже не знаю, что такое может быть. Поэтому, если знаете вы, обязательно напишите. Так, коричневые – это бакули, а вот светлые, по-моему, мне как-то писали, что какие-то цветы цветут такими цветочками, и, возможно, это и есть они. И в коробке еще были орехи. Знаете, очень интересные орехи, вроде бы похожи на грецкие. У нас таких нет. По крайней мере, я такие не видела, они более вытянутые и черные. У нас обычный стандартный круглый грецкий орех. И самая-самая большая коробка. Пока она ко мне ехала, почта ее растрясла, поэтому некоторые материалы чуть-чуть рассыпались. И давайте начнем с первого, что я вижу. Это вот такая лента с мешковиной. Тоже у нас в продаже как-то я вот не видела, чтобы продавали отдельно ленту. Может быть, я просто не обращала внимания. Вот в этом пакетике находится лен. И знаете, никогда в своей жизни не использовала лен. И просто на данный момент в замешательстве, куда его можно использовать. Но когда на него смотришь, хочется сделать что-то такое интересное и в таком немножко деревенском стиле. Мне кажется, будет очень здорово. Также мои любимые пушистики, как я их называю, это лагурус. Или же в деревнях у нас обычно называли, кто выращивал их, зайчий хвостик. Такого ярко-оранжевого цвета. Пока я тут думала, как мне их открыть, у меня ребенок заметил что-то странное в коробке. В последнее время я чувствую, что мой ребенок намного умнее, чем я. Так вот, она нашла внутри коробки ключик, ключом, которым открывать макадамский орех. И знаете, она мне не дала попробовать, она сделала все сама. Для меня это был такой небольшой шок, когда ты понимаешь, что твой ребенок разбирается в этом, а ты нет, потому что макадамский орех ты видишь впервые. И когда я спросила, откуда ты знаешь, она сказала, я увидела на YouTube. Так что не то я смотрю на YouTube, раз я не знаю, как открыть макадамский орех. Вот так он выглядит вблизи. В нем есть прорезь и вот такой ключ, которым открывается сам орех. И знаете, когда мы его открыли, это для нашей семьи это было открытие. Да? Мы никогда раньше не пробовали макадамский орех. Я у нас в продаже его никогда не видела. Возможно, он где-то есть, продается, но не на моих глазах. И на вкус он очень-очень сливочный, такой какой-то кондитерский. Также пару орешков мускатного ореха. Ну а теперь переходим обратно к большой коробке. Вот такой большой оранжевый цветок. Кстати, сделан из фоамирана. Листики сделаны из фоамирана, поэтому можно повторить и сделать что-то подобное. И вот такая огромная серебряная роза. Что мы сделали сразу? Занесли и вставили в меланину розовую елку, на которой мы собираем игрушки именно бело-серебряных цветов. Птички очень здорово будут смотреться в осенних работах, может даже на Пасху. Они такие яркие. Их, конечно, у меня сразу конфисковали, но ничего, пройдет время, и я их заберу обратно для того, чтобы вставить свою работу. Следующий – это кора.
кора с мхом. Часто вы меня спрашивали раньше, использую ли я в своих работах. И знаете, когда я на этот раз потрогала ее, посмотрела, я поняла, что почему нет. Настолько интересно могут с ней получиться работы. Когда-то, когда мы были маленькие, у меня дома был такой огромный-огромный гриб с дерева. И мне всегда он нравился, не знаю, где он делся, но вот, теперь у меня появилось 2, но маленьких. Шнур, веревка, не знаю, как правильно ее назвать, но очень люблю разные веревочки, особенно разные катушечки. Мне кажется, это смотрится так мило. А так как я немножко помешана на фотографиях, всегда хочется делать свою фотографию красивой. Также вот кедровые шишки, они даже внутри еще с орешками. Также еловые шишки, уже покрашены золотой краской, не придется красить и тратить на это время. И очень здорово будут смотреться именно в новогодних работах. Вот такие шарики из мха. Не знаю, делали ли их сами или же они продаются, но они такие классные. Знаете, некоторые материалы хочется хранить и ни в какие свои работы не вставлять. Также вот такие шарики. Я даже совершенно не знаю, из чего они сделаны, но они очень классные. А эти шарики из веточек, черный шарик это ротанг, а вот белый я не знаю, какая именно веточка там использована. И самое важное, это вот эта большая шишка. Эта шишка сразу же идет в мою коллекцию шишек. Интересно, чем-то она покрыта, но так красиво выглядит. И корица. Смотришь на вот этот пучок корицы и не хочется использовать ни одну. Я какая-то странная, но мне хочется это все хранить, фотографировать. Ну и вот, это все, что было в этой коробке. Вроде бы я ничего не забыла вам показать. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте пальчик вверх. Также подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети. Все ссылки будут в инфобоксе. Мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Пока-пока!